С-витамин и уровни мочевой кислоты в организме. В 6 исследованиях из 13 сообщалось о существенном снижении мочевой кислоты, и в остальных небольшое понижение. С-витамин повышает скорость клубочковой фильтрации и улучшает работу почек. Лучший результат был в дозировке от 500 мг до 2 грамм. Е-витамин. В опытах на крысах сначала им повышали уровень мочевой кислоты в плазме, и также у них еще повышалось давление. Но когда им добавляли Е-витамин, то у них и понижалась и мочевая кислота, и падало давление. Куркума. Куркума помогает контролировать воспаление и боль при остеоартрите, мышечно-скелетной боли. И в этом исследовании значительно понижает уровень мочевой кислоты и уменьшает воспаление. Калий. Вот калий, конечно, думаю, наверное, здесь самый важный. Это щелочной минерал, и он нейтрализует кислоту. И эффект, конечно же, сразу виден. Но проблема калия часто, что он повышен у тех, у кого проблемы с почками. Но если у вас нормальная фильтрация или выше 60, то попробуйте. Я, например, знаю, у кого он через пару дней сразу же боль снимал артритную. Ну и также, если вы принимаете диуретики некоторые, то они тоже понижают уровень калия. И тем самым, конечно же, повышают уровень мочевой кислоты. Также калий, конечно, хорошо помогает растворять почечные камни. Здесь и ураты, и оксалаты, и фосфаты. Но, конечно, надо покупать калий, смотреть, где побольше дозировка, потому что в основном весь калий продают где 3% от суточной дозы. Вот, например, здесь калий, бикарбонат калия, здесь большая дозировка, этот очень хорошо как раз подойдет для этого. Или можно искать еще цитрат. Тоже очень хорошо. Ну, конечно же, еще такой вариант, если у вас случилось такое обострение прямо подагры и ничего нету под рукой, вы можете взять соду, развести, выпить и снимет острый приступ. Но это, конечно же, не для постоянного лечения, разовое. Здесь мы видим, что вообще еще рекомендуют и что найдено, что помогает. Помогает кофе. Он, конечно, сильный антиоксидант и понижает уровень мочевой кислоты в организме. Также здесь написано и про С-витамин, и концентрат вишни, вишневого сока понижает уровень мочевой кислоты. Так что летом или ешьте вишню-черешню, или покупайте уже какие-то препараты с ней. Также здесь описано, что повышает уровень мочевой кислоты. Это если вы едите много сладкого, алкоголь, особенно пиво, ну и аспирин. Аргинин. Вот еще бы, конечно, рекомендовала бы аргинин. Он очень хорошо помогает улучшать работу почек. И до 79% пациентов с первичной легочной гипертензией имеют повышенный уровень мочевой кислоты. И она подавляет выработку оксида азота в аорте и легких, тем самым способствует тяжести легочной гипертонии. Чтобы этого не было, надо принимать аргинин. Это аминокислота. Она улучшает функцию почек, улучшает тонус сосудов и почечный кровоток, подавляет окисление, понижает давление, улучшает работу простаты. Оксид азота токсичен для бактерий, тем самым может применяться для подавления бактерий в моче. Улучшает все почечные маркеры. Также, конечно же, я бы рекомендовала, наверное, ее покупать, наверное, все-таки в iHerb. Там большее количество и намного дешевле, чем купить ее в аптеке. Вот оставлю ссылку на эту книгу. Здесь коротко на русском о том, как лечить подагру. И описывается, что обязательно принимать витамин В5. Они вместе с С-витамином являются обязательными при стрессе. А это и объясняется, почему, например, при стрессе у многих сразу падает уровень этих витаминов, и этим же повышается уровень мочевой кислоты. А в присутствии В5 мочевая кислота быстро превращается в мочевину и аммиак и быстро уходит с мочой. Также здесь написано и про Е-витамин, и роль пробиотиков очень важна. Они тоже быстро выводят мочевую кислоту. Это обычно доказывает то, что после лечения антибиотиками мочевая кислота повышается.
Ну и как бы, наверное, вот такой сайт я вам оставлю ссылку. Это тоже очень интересно. Здесь тоже написано, что вообще найдено от подагры и как ее лечить. И, наверное, хочу вам еще такой рекомендовать вот препарат. Здесь как раз все, о чем я говорила, в принципе, здесь уже собрано в одном. И С-витамин, и вишня, и бромелайн, то есть флавоноиды, которые тоже применяются при подагре. То есть вот этот препарат, очень хорошие отзывы на него, и тоже рекомендую его. Скидочку оставлю 5% внизу написано будет.